Здравствуйте, мои дорогие зрители и подписчики! Приветствую вас на своем канале. Кто еще не подписан, пожалуйста, подписывайтесь, нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать следующие мои видео. Своих регулярных подписчиков, зрителей приветствую. Спасибо вам огромное за вашу поддержку, за все комментарии, которые вы пишете, за вашу благодарность, за лайки, которые вы ставите и всячески меня поддерживаете. Очень это важно, очень это приятно. Спасибо огромное за вашу поддержку и за то, что вы со мной. Сегодня тема нашего расклада будет такая. Что между вами сейчас? Какие чувства? И давайте посмотрим, как будут развиваться отношения дальше. Итак, настраивайтесь, пожалуйста, на мужчину, настраивайтесь на его энергетику, чтобы расклад проигрался как можно более полно. Да, представляйте его глаза. Расклад наш, как всегда, будет общим. Конкретно вашу ситуацию я не знаю, карты я поэтому читаю в общем. Но каждый, кто смотрит мой общий расклад, услышит именно то, что касается конкретно его в момент просмотра. Вот в момент, когда вы смотрите. Неважно, это сегодня, через неделю, через две. Если вы смотрите это видео, значит, вас это касается в данный момент. Также рекомендую все видео на моем канале смотреть от начала до конца, потому что информация идет на протяжении всего расклада. Итак, начнем. Что между вами сейчас? Какие чувства? Давайте смотреть мужчину. Семерка мечей. Ну, карта такая, вы знаете, переживаний у мужчины. Может быть, вы повздорили, может быть, какие-то проблемы, какая-то ссора произошла. Что-то мужчину, возможно, раздражает здесь в ваших отношениях, да. Что-то не дает ему покоя, да. К чему-то он как стремится в ваших отношениях, но что-то не так складывается, как ему хотелось бы, возможно. Давайте дальше смотреть. Ну, вы здесь императрица. Ну что, мужчину смотрит, какие отношения между вами? То есть, может быть, ссоры вздорные какие-то там, перепалки, да, ревность какая-то есть, но при этом вы в этих отношениях императрица. Вас он воспринимает прекраснейшей из женщин, как считает, что это его правильный выбор, подарок судьбы, да, что вы, ну, просто максимум того, о чем может мечтать мужчина. Прекраснейшая женщина, да, прекраснейшая хозяйка, будущая или уже настоящая мать его детей, его супруга в будущем, возможно, да, пара, семья, ну все. Вот понимаете, все. Не показываю вам близко карты, вот. Поэтому, ну, по определенным причинам. Вот, давайте дальше смотреть. Тройка мечей. Ну, тут, смотрите, тут вот у тех, кто знает, здесь, возможно, любовный треугольник. Да, это только тех, кто знает, девочки. То есть вы знаете, что есть третья сторона. Вот тогда этот вопрос проигрывается для вас. Да, вот здесь. Вот, может быть, из-за этого он переживает. То есть либо с вашей стороны, либо с его стороны есть третья сторона. Да, вот из-за этого это то, что не устраивает мужчину, да, в этих отношениях, то, что не дает гармонии, то, что не дает на 100% раскрыться вот этой прекрасной императрице для него, да. Здесь, если любовного треугольника нету, то здесь, возможно, вы знаете, кто-то вклинивается, может быть, его мама. Да, может быть, его бывшая, я не знаю, там подруга какая-то, сейчас модно у нас подруга иметь, которая, может быть, что-то, даже друг, может быть, который про вас что-то там, ну, вклинивается в отношения, может быть, дает советы, да, буквально мужчину выводит из себя, разбивает ему сердце. Также здесь, если вы поругались, то он сейчас, ну, вот этот еще один вариант, да, что если вы поругались, повздорили, ну, я не знаю, там, расстались как-то, да, то он очень переживает, то есть его сердце буквально разбито, кровоточит, да, ну, переживает мужчина. Вот. Давайте смотреть. Давайте смотреть, вот, давайте вас посмотрим. Вот никогда не смотрим. Вы
звезды, далека для него, мечта его. То, о чем можно мечтать. Старший аркан, опять же, императрица, звезды. Вы здесь очень сильно проигрываетесь, мощный расклад. Да, ну, вы прекрасны, но далеки почему-то. То ли вы как недостижимая мечта, то ли он вами не обладает, да, как бы и пока что нет возможности вами обладать. Вы можете здесь находиться на расстоянии, да, ну, либо в разлуке, тоже такое может быть. Но он о вас мечтает, он вас точно не забыл, он будет к вам стремиться. Ох, как у нас вылетают карты. Будет к вам стремиться, пятерка жезлов подтверждает это, я вам говорю, что он будет к вам стремиться, да. Вот, страсть здесь очень сильная. Вы оба друг к другу стремитесь, понимаете? У вас какая-то идет как борьба между вами, да, но на самом деле, ну, здесь притяжение очень сильное с двух сторон, и с вашей, и с его, да, и вы-то тоже страсть к нему испытываете, то есть вы готовы бороться за эти отношения, за будущее с ним, да, для вас здесь незаконченная тоже история. Что еще? Давайте смотреть, на вас покажут. Семерка чаш. Ну, вы постоянно вспоминаете его и думаете о нем, мечтаете о нем. Да, есть что вспомнить тут возможно, да, фантазируете, как могли бы развиваться отношения, да, чтобы могло бы быть, мечты идут у вас. Вот, поэтому вот ваше состояние такое на сегодняшний момент. Так, мужчину вас посмотрели, давайте смотреть... Что между вами сейчас? Ну-ка. Что между вами сейчас? Ох, туз мечей. Как интересно. У вас тут прям какие-то активные сейчас телодвижения. Что-то все очень остро у вас. Да, надо либо рубить все, либо как-то решаться на что-то. То есть у вас тут какие-то очень интересные отношения, острые. Страсти кипят. Тройка жезлов между вами. Развитие будет у этих отношениях. Если вы вот сейчас, ваш случай, что вы в ссоре, расстались, в разлуке, это не конец. Между вами не утихло, это не конец однозначно. Здесь и туз мечей, и тройка жезлов. Отношения будут развиваться, отношения страстные, потенциал есть у этих отношений, но здесь нужны действия, конкретные действия, понимаете? Вот, ну-ка еще сейчас. Тройка пентаклей. Ну, однозначно, вот отношения эти ждет развития. Но развитие это будет только если вы будете вместе действовать. Два человека этого хотят, два в этом участвуют, два идут на компромисс, два человека оба в паре развивают это все, да, какие-то решения, да, идут с двух сторон. То есть у кого там любовный треугольник, там нужно принимать решения, да, ну, как-то вот тогда будет развитие, то, о котором вы мечтаете. Вот, поэтому давайте смотреть, а какие, ну, какие отношения, тут давайте посмотрим, какие чувства. Вот давайте посмотрим, какие чувства у него к вам. Двоечка жезлов. Ну, во-первых, сумасшедшая страсть. Ну, у вас двоих. Вот эту карту я вам покажу поближе. Посмотрите. Вы оба не можете друг без друга, стремитесь друг к другу, оба пылаете страстью, оба хотите быть вместе, да, ну вот горит огонь между вами, вот видите, горит он, да, вот чувства страстные, но такие вот все время, знаете, какие-то качели в ваших отношениях, да, то все прекрасно, то остро, то расстались, то еще опять сошлись, возможно, вот такое. Вот, ну, страсти кипят, ну, потому что тут развитие отношений идет такое, да, сила, вы посмотрите,
его чувство к вам, ну, он без вас не может. Вы даете ему энергию, вы даете ему силы, вы его вот так приручили. Он такого, возможно, таких отношений невозможно, а скорее всего, такого опыта, таких отношений у него не было в этой жизни до вас. Да, потому что такое, ну, редко встречается. Вы посмотрите, вы вот так вот его скрутили там, да, дикого, необузданного, возможно, и вот все, и он весь растаял под вашей лаской, в ваших чарах. То есть, ну, он просто вот тает. Да, вот приручили зверя дикого вот так вот. Вы вот такая сильная здесь, да, его чувства. Ну, видит он вас очень сильные чувства к вам, притяжение сильное, и энергию вы даете. Он без вас не может. Десятка мечей, но при этом страдает, вы понимаете? При этом он страдает, переживает его чувства, сердце болит у него, да, переживания здесь есть, но или, может быть, в какие-то очень сложности, препятствия сейчас, да, но десятка, она вообще завершение, что он рассчитывает и, скорее всего, чувствует, что скоро вот эти вот все вот эти трудности закончатся, может быть, вот этот период притирки, может быть, период, ну, я не знаю, конфликтов, да, вот закончится, потому что вы важны для него. Его вот там вот это все очень сильно ранит. Ну-ка, дотяну я здесь еще одну карту. Ну, повешенный, понимаете, и что вот у вас сейчас никакого развития нету. Вот в данный момент вот как бы все застопорилось, да, он очень много думает, как-то принимать решения не готов, и без вас не может, и решиться ни на что не может. Вот его чувство сейчас. Ну вот, вот так. Я не могу сказать, что, ну, скорее всего, он бездействует, да, ну, не у всех возможно, да, то есть, возможно, вы общаетесь, но как-то вы, скорее всего, вот чувствуете, что никаких действий сейчас с его стороны ждать не приходится. Ну-ка, ваши чувства давайте посмотрим. Как-то я вроде обычно, да, не смотрю ваши чувства, ну, редко в таких раскладах, а сейчас прям мне захотелось. Давайте смотреть ваши чувства к нему. Шестерка мечей. Интересно, как, девочки, а вы тут, может быть, вы тут разорвали отношения, ушли? Вы почему-то тут думаете уходить, не уходить, оставаться, не оставаться, сохранять отношения, не сохранять? Возможно, у вас тут на расстоянии ревность. Ревнуете вы мужчину, не хотите терять, возможно, тоже, да? Следите за ним как-то, не доверяете ему. Такое есть у вас? Либо, может быть, у вас отношения по переписке, чувства, да? Дьявол, ваши чувства. Ну, сильная очень здесь. Возможно, связь у вас кармическая, очень сильная сексуальная привязка. Здесь однозначно, то есть у большинства здесь вот эти отношения непростые, кармические. Карма здесь не отработана. Да, притяжение здесь очень сильное. То есть, ну, у вас, возможно, тоже такого никогда в жизни не было. И он король чаш для вас, вы понимаете? Здесь мужчина может проигрываться, кто смотрит по гороскопу, водные стихии по основному знаку, либо по асценденту. Два случая здесь, да. Но здесь мужчина, которого вы любите его. То есть здесь реально очень сильное чувство, вы искренне его любите. Любовь сильная, мужчина здесь, возможно, такой немного, знаете, как эгоистичные такие мужчины могут быть. Ну, больше думают о своем комфорте, о своих чувствах, о своих интересах. Вот. Такой вот мужчина. Но вы хотите быть с ним, вы любите его, и притяжение здесь очень сильное. И не понимаете, что же он, почему же он-то так себя ведет. Да, интересно. Как получается? У меня сегодня карты прям очень хотят говорить с нами. Давайте смотреть так.
какие чувства у вас? Так, а вообще что? Давайте еще раз, вот все-таки спросим, что сейчас, вообще, что вот сейчас, какое вот у вас сейчас развитие, что? Двойка мечей. Развитие. Ни туда, ни сюда у вас сейчас развитие. И колесница. Может быть, здесь вы представители разных рас, разных национальностей, культур, на разных городах, странах, континентах, разных рас, да, не знаю, сказала, нет. Просто быть разными людьми, да, вот абсолютно там по религиям, по всему, да, колесница. Но вроде как вы и вместе, и вроде как и нет. Тут, когда и не вместе, и не врозь, но вы сейчас должны быть вместе так по карме. Между вами вот такие отношения, понимаете, и все равно будут они двигаться дальше и вперед. Да, вы не знаете. Может быть, вот сейчас вот мы спрашиваем, что сейчас, вот, да, а вы тоже не знаете. Вроде как и есть, и нет, и непонятно, есть будущее, нет. Что и как, вот какой-то вот, да, качели какие-то, как там вышло, постоянные, да, и что делать тоже вы не знаете. Да ничего, вот здесь надо принять эту ситуацию как есть. Вы любите, он тоже, ну, не готов он сейчас, да, ничего вам там, может быть, не созрел, может быть, еще что, да, любовный треугольник у кого-то замешан, да, у тех, кто знает, вот, но вы в одной упряжке. Семерка пентаклей. Здесь, понимаете, будет развитие однозначно. Ну, то есть здесь отношения не закончены, карма не отработана. Это точно. Семерка пентаклей, ждите. Ждите, да, что все прояснится как-то. Вот, будет какой-то результат у этих отношений, к чему-то вас ведут высшие силы, это однозначно. Вот, поэтому тут не завершение. Понимаете, тут однозначно не завершение, тут все прояснится. Сейчас какая-то вот, да, есть как недосказанность, неясность, тайна. Тут вы вот, возможно, да, вот как раз хотите прояснить, да, всю эту ситуацию. Да, может быть, здесь скрытые отношения сейчас у вас, да, неявные, тайные также, да. Кто-то здесь, может быть, обращался к каким-то практикам, либо думает обратиться к этим практикам, да, ну, к тарологу, к эзотерику, ну, как-то, чтобы все нормализовать, да, отношения. Так, давайте, знаете, что смотреть. А вообще, какое развитие будет у этих отношений? Как будут они развиваться, эти отношения? То есть что может быть дальше между вами? Десятка чаш, девочки. Ну, между вами дальше просто взаимная любовь. Десятка чаш, полные чаши, 10 полных чаш максимум, наполненных чувствами, любовью, эмоциями. Вот что, ну... Любовь, она будет только крепнуть. Вот, ну вот так говорят нам карты, понимаете, что дальше, возможно, тут и семья, возможно, по десятке чаш, и любовь, полное чувство. Ну, вы любите друг друга, и он любит, и вы любите. Король пентаклей. Здесь мужчина, возможно, вы знаете, земной еще стихии проигрывается по основному знаку или по асценденту. Но здесь мужчина такой, вот знаете, он, может быть, возьмет ответственность, наконец-то, да, за вот все происходящее, за вас, за отношения, примет, наконец-то, решение какое-то, которое он должен принять, да, почему вот эта десятка чаш здесь, полные чувства, он станет серьезнее, этот мужчина. То есть, ну вот, придет этот этап, да, поймет, насколько ценны вы для него, что потерять он вас не может здесь. Вот.
Ну-ка дальше. Восьмерка чаш. Вы посмотрите. Здесь тоже чувство. Вот такая красивая карта вообще. Посмотрите в этой колоде. Да, то есть полные чувства-то будут. Никто не будет думать ни о каких там, да, движениях, ни в какие стороны. Будет хотеть только вместе быть. Развитие просто, я не знаю, великолепное. Пятерка чаш. Не будете, понимаете, переживать, страдать и думать, что все, никаких шансов уже на будущее, да? Ну, будете бояться потерять вот эти отношения. Да. Девятка жезлов. Страстные очень отношения. Страсть, препятствия, конечно, есть, да, будут. Но вы понимаете, их будет все меньше и меньше. Вы вот понимаете, огонь-то он не угаснет, я вам сказала. Вот он огонь-то, посмотрите. Будет гореть вот так вот в этих отношениях и дальше. Ну-ка еще посмотрим. Такие красивые вообще предсказания получаются. Такой красивый расклад. Тройка чаш. Понимаете, как-то все определится в этих отношениях. Вот так прикрою я эту карту, да. Определится как-то все в этих отношениях, прояснится. Да, чувства радости будут комфортными, они будут эти спокойными. Вы сможете, наконец, расслабиться. То есть завершится вот этот этап страданий, да, вот этой неуверенности, каких-то потерь, да, разбитых сердец, препятствий. Вот он завершится, этот этап, и будет радость и веселье. Вот по этой тройке чаш. Восьмерка жезлов. Ну, здесь вы даны друг другу судьбой, высшие силы вас направляют действовать. Здесь не остановить. Что бы вы ни делали, рвите вы, уходите вы, уезжаете вы не забудете этого мужчину. Он вас тоже не забудет. Вот, да. Вот того, на кого смотрите, вот если у вас проигрывается этот расклад, здесь не терзайтесь. Тут все направлено свыше. Уже у меня был такой расклад не так давно, да, где вот высшие силы, там нельзя, не думайте, что там как-то по-другому поступить. Вот опять здесь об этом, что здесь нет у вас другого выбора, вы бы все равно этого мужчину встретили, и он бы вас все равно встретил, да, и будут развиваться отношения от вас здесь, ну, я не знаю, не надо тут резких движений каких-то, показываний характеров там, да. Ну, нет, хотите, показывайте, тут я не указ вам нисколько. Просто высшие силы все равно вас будут вести, будут направлять ваши отношения, потому что здесь главное чувство, главная любовь между вами. Опять тут рыцарь чаш, мужчина водной стихии, да, может проигрываться. Но тут чувство именно, чувство между вами. Понимаете, мужчина тут моложавый такой вот, видите. Он не сможет вас все равно не оставить, вы не сможете сейчас расстаться. Рыцарь Пентаклей, понимаете, и ответственность все равно тут придется брать. И опять же еще и земная стихия. Вот водная земная стихия проигрывается у нас. Да, и будет здесь либо какой-то, если вы сейчас, да, на расстоянии, там не общаетесь, ждете от него, будет от него какая-то весть, новость, сообщение какое-то. Да, тут он какую-то инициативу в свои руки, возможно, возьмет. Да, будет работать, стремиться деньги зарабатывать, вперед двигаться. Вот. Ну и давайте, чтобы уже дополнила тут еще. И маг. Ой, ну такой просто расклад, я не знаю, ну прекраснейший, великолепнейший, мощнейший расклад. Вы понимаете, по магу тут мужчина обретет вот это, ваши отношения обретут силу. Здесь, кстати, может быть и беременность у многих, да, зачатие, имейте в виду, как бы как итог вот всех ваших отношений. Ну, канал открылся, должна сказать, да. Но мужчина здесь обретет силу. Он и возьмет ответственность, и будет серьезнее ко всему относиться, если вы вот это все примете, вы будете... Ну, вы тут других шансов сейчас нет.
Понимаете, вот так складывается все. Жизнь, судьба, высшие силы вот так вас ведут. Понимаете, вот что ждет вас. Вот что ждет вас, если расклад у вас проигрывается, я вас поздравляю. Такая перспектива, извините, вот вижу, отсвечивает. Ну, вот никак я с этим светом не могу разобраться. Извините, пожалуйста, девочки, не ругайтесь. Вот такая вот здесь вот, да, прекрасная карта. Вот такой прекраснейший расклад. Просто насмотритесь на него, примите всю эту энергию. У меня аж, вы знаете, какая-то вибрация внутри. Вот, от этой энергии прекраснейшей, энергии любви, наслаждения, счастья и, я не знаю, наверное, блаженства, что ли. Я вам желаю вот чтобы все так и было вам во благо, как вы хотите, как вы мечтаете, как вы желаете, с вот этим загаданным мужчиной, который тоже вас любит, взаимной вам, крепкой, счастливой, прекраснейшей любви и счастья. Пишите, пожалуйста, как у вас проигрывается расклад. Не забывайте, пожалуйста, написать комментарий, поставить лайк мне в благодарность, чтобы уравновесить нашу энергию, да, между мной и вами. Так работают эзотерические, да, практики, расклады. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До свидания.